НАТО придется вспомнить старого врага, массовое освобождение террористов из тюрем, новая война уже не просто на пороге, она в воздухе. Распоряжение срочно оставить базу, войска покидают территорию, защищать гражданских больше некому. Трамп создает закрытый клуб или тайное сообщество, кто туда уже приглашен и сколько это будет стоить для желающих вступить, расскажем. Новый коварный сценарий агрессии. Теперь мы знаем, как они будут пытаться захватить остров. Схема, ставшая популярной. Досмотрите. В Генштабе раскрывают планы противника. Количество ударов по мирным городам вырастет вдвое. Оккупанты уже готовы начать. Об этих и других самых главных событиях. Утро понедельника, 19 января. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Россия готовится резко нарастить дроновую войну против Украины. Главнокомандующий ВСУ Олександр Сирський говорит, что по планам РФ хочет выйти на темп обстрелов более чем в 2 раза больше нинішнього. Збільшення кількості і нарощення кількості обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів. От зараз щоденно ворог, наприклад, виробляє 404 шахеда, герані. Різних типів, і в планах у нього ж збільшення. Він взагалі планує до 1000 дронів в день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани. Сейчас, по данным главнокомандующего, российская промышленность выпускает примерно 404 шахедов в день и более 400 дальнобойных дронов в сутки. При этом в прошлом году госзаказ якобы перевыполнен на 106%. Параллельно Москва, по словам Сырского, намерена удвоить численность войск беспилотных систем до 165,5 тысяч человек в 2026 году. На фоне этого он отмечает рост интенсивности боев и отсутствие признаков реальных переговоров со стороны РФ. В Вашингтоне все чаще смотрят на Кремль как на игрока, который теряет вес, и это опасно. The Washington Post пишет, авторитет главы Кремля проседает сразу по нескольким направлениям. Среди союзников, в военной среде и, что особенно важно, в глазах Дональда Трампа. Сигнал простой, когда дружественные Москве режимы сыплются, а обещания и угрозы звучат в пустоту, доверие к российской крыша исчезает. На этом фоне в самой России радикальные пропагандисты требуют демонстративной жестокости, чтобы вернуть страх. Россия обязана сделать что-то ужасное, чтобы восстановить свое доверие. Очень печально, что нам приходится использовать такие аргументы, но у нас нет выбора. Москва пытается приспособиться к новой американской администрации, которая думает не категориями ценностей и красных линий, а сделками и выгодой. При этом, как пересказывает The Washington Post, внутри Кремля понимают проблему. Ради отношений с Трампом пожертвовать всем не готовы, а главная цель – достойно завершить войну, не выглядя проигравшими. Россия выбирает ужасных, неэффективных партнеров, потому что никто другой не хочет дружить с Россией, и когда эти режимы разрушаются, как мы видели в Сирии, Россия не в состоянии их исправить. Россия не может помочь этим режимам стать более эффективными или удовлетворить потребности своего населения, или помочь им содержательно отомстить США. И параллельно накапливается усталость внутри России. Война растянулась, миф о быстрой победе давно умер, экономика и социальная ткань истончаются. Новый коварный сценарий агрессии. Судя по серии последних учений вокруг Тайваня, Китай все больше отрабатывает не классическое вторжение, а сценарий удушающей блокады. Перекрыть острову море и воздух, выбить логистику и оставить руководство без маневра. На этом фоне в азиатских медиа гуляет еще более жесткая версия. Якобы Пекин тренирует быстрый захват верхушки по аналогии с громкими операциями по задержанию лидеров, о которых сейчас много говорят. А часть публикаций утверждает, что к отработке блокады подключали тысячи рыболовецких судов, чтобы выстраивать живые барьеры на сотни километров. Официальных подтверждений именно этим деталям пока нет, но общий тренд очевиден. Вокруг Тайваня моделируют не бой за пляжи, а перекрыть кислород и вынудить капитулировать без полноценной войны. К
Клуб миротворцев с платой за вход. Чтобы получить постоянное место в Совете мира, стране предлагает внести минимум $1 миллиард. И это не просто донат ради красивой таблички. В проекте устава написано, что обычный срок членства ограничен 3 годами, но правило не действует для тех, кто в первый год занес больше $1 миллиарда наличными, то есть существует система скидок. По черновику устава Трамп становится первым председателем и фактически держит в руках весь пульт управления. Сам решает, кого приглашать, сам формирует повестку, а любые решения, даже если они приняты большинством голосов, все равно должны быть утверждены председателем. Медиа пишут, что Трамп уже пригласил туда премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Источники Bloomberg утверждают, что приглашение уже получили несколько европейских государств, но там раздражение из-за ключевого пункта. Проект предусматривает персональный контроль Трампа над средствами Совета, и для многих потенциальных участников это выглядит неприемлемо. Запуск структуры планируют после ратификации минимум 3 странами. Некоторые уже не против. Президент поднимал этот вопрос в разговоре со мной несколько недель назад. Я ответил, что в принципе да. При этом детали Совета мира, его структура, механизм работы, финансирование и прочее пока еще не проработаны. Мы еще не изучили все эти аспекты и будем заниматься этим в ближайшие дни. Financial Times ранее писала, что такой Совет мира рассматривается как механизм контроля за выполнением будущего мирного плана по Украине, по аналогии с подобной конструкцией для Газы, ну а параллельно обсуждаются и советы по Венесуэле. Презентацию инициатив ожидают на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Немецкие войска продержались на острове менее 40 часов и получили распоряжение срочно покинуть Гренландию. 15 немецких военных во главе с адмиралом уже в воскресенье вылетели из Нуука без объявления и громких пояснений. По данным издания Bild, приказ сворачиваться пришел из Берлина ранним утром. Вылет планировали на 14 по Германии, но самолет сначала пришлось отогревать от льда, из-за этого была задержка. Нас очень тепло приняли наши датские и гренландские партнеры. Мы провели действительно хорошее обсуждение в многонациональном формате и сейчас возвращаемся домой с большим объемом обновленной информации. Мы ее проанализируем и используем для выработки военных вариантов, чтобы сделать Северную Атлантику безопаснее и продолжать участвовать там как Германия, как мы всегда делали и раньше. Ирония в том, что еще накануне говорили, будто группа задержится дольше, но стечение обстоятельств или кнут из пошлин вынудил Германию быстренько свернуться. Ну а политика Трампа тем временем вызывает не только тревогу, но и целую волну насмешек и мемов. Но есть и конструктивные предложения, конечно, политики и журналисты продолжают реагировать на слова американского президента. Великобритания должна выкупить Америку обратно. В конце концов, она когда-то была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины против США и любой страны, которая поддержит ваше сопротивление этой крайне выгодной сделке. Справедливо? Франция может тоже заявить о своих правах на американские территории и попробовать выкупить их назад по такой же логике. Света нет, отопления тоже нет, как и воды. Это не обстреливаемая российскими ракетами Украина, это сама Россия. В Челябинской области 2 деревни, Ключи и Малиновка, 3 дня сидели без света при морозе около минус 35. Жители записали обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Говорят, каждый раз такое. Стоит морозом опуститься ниже минус 20, сети перегружаются, аварии одна за одной, жить в домах становится невозможно. Уважаемый Александр Иванович, от имени жителей деревни Ключи обращаемся к вам в отчаянии. Каждую зиму при морозах ниже минус 20 градусов в нашем населенном пункте повторяется одна и та же чрезвычайная ситуация. После обращения Следком возбудил уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Ну а в ведомстве сказали, что длительное отключение зимой создало реальную угрозу жизни людей. Но вот изменилось ли хоть что-нибудь, мы так и не узнаем. Света-то нет. А в стране, где смертная казнь не так уж и запрещена, решили поговорить об эвтаназии. Как обычно, самые странные тезисы начинают задвигаться через одиозного Виталия Милонова, который определил ее как, цитирую, «дело для черных детей, черных драконов» и «двойной грех». Эвтаназия – это заказное убийство для врача, и это грешное самоубийство, греховное самоубийство для самого пациента, для того, кого убивают. Это двойной грех, двойное преступление.
любое положительное или нейтральное описание эвтаназии есть мерзость и пропаганда смерти. При этом Милонов утверждает, что ему постоянно попадаются материалы о том, где, как и за сколько можно сделать эвтаназию. По его логике, если перестать обсуждать это открыто, то вопрос выйдет из общественной дискуссии и забудется. Но сам он почему-то как раз об этом и говорит. Боевые действия с новой силой, а НАТО придется вспомнить старого врага. Ракка снова вспыхнула. Силы нового сирийского режима продвигаются в провинции и давят на СДС, сирийские демократические силы. Линия фронта у Евфрата начинает трещать, но это только часть истории. Самое главное дальше. Правительственные силы вошли в Тапку, провинция Ракка. Вокруг города замечены бронетехника и патрули, слышны перестрелки. Местные говорят о страхе и надежде, что станет легче. Но местные также говорят, что вошедшие силы нового президента Сирии выпускают из тюрем заключенных, большая часть из которых боевики ИГИЛ и их семьи. Информация пока официально не подтверждается, но если это правда, то большая часть усилий международной коалиции, которая не один год боролась с исламским государством, могут оказаться напрасными. Монахини-разведчицы или показалось? В Швеции всплыл, можно сказать, религиозный скандал вокруг служительниц Минского Свято-Елизаветинского монастыря, которые ездят по Европе и торгуют сувенирами на рождественских ярмарках. Церковь Швеции попросила свои приходы прекратить их приглашать, потому что монастырь связывают с сотрудничеством с российским государством и поддержкой войны против Украины, включая подозрение, что деньги от продаж могут уходить на помощь России. История при этом не новая, монастырь давно известен своей пророссийской риторикой, а его настоятель Андрей Лемешонок публично называл монастырь боевой единицей. Ранее их торговые точки уже сворачивали в Европе. Например, в 2022 году стенд монастыря приостановили в Винчестере, а в декабре 2024 закрыли в Щецине после протестов белорусской диаспоры. А в прошлом выпуске мы рассказывали о том, что в Киеве зазвучала тема добровольной эвакуации, а на фронте россияне пытаются продавить оборону массированными атаками и гонят генералов дедлайном. Еще мы говорили о том, как гренландский шантаж пошлинами неожиданно сплотил ЕС, а в Европарламенте уже обсуждают заморозку торговой сделки с США и запуск жестких инструментов против принуждения. О криминальном прошлом и настоящем временного президента Венесуэлы, а также о том, что одна из стран ЕС может попробовать из Союза выйти, а в США тем временем назревает гражданская война. Если вы не видели, то обязательно посмотрите, ну а мы с вами увидимся уже вечером.